Да, мы начали. Можно поприветствовать. Давно мы не фартили в прямом эфире. Настало это время. Я, Паш, пока О, немножко уже? инициализирую все. Да, ты там пламенную речь про Бир PHP можешь сказать пока что. Так, подожди, мне же надо хотя бы вспомнить, как себя на стримах вести. Так, всем здорово. Наконец-то мы нашли время на то, чтобы провести очередной стрим. Время, нервы, все остальное. Нас уже смотрит, 500 человек Чекаешь, смотрит. да? Пошло? Пошло? Да, вроде Проверил? пошло. Да, моя прическа просто божественна сегодня. Э, Так, Алексей, у тебя все готово? Ладно, пока там Алексей что-то делает, я вижу, как он маме сообщение пишет. А, Что мы сегодня будем делать? К нам часто обращаются люди с тем, и разработчики, в первую очередь, привет, Максим, разработчики с тем, чтобы мы показали вообще вот степ-бай-степ с самого нуля, как развернуть спираль, как настроить там докер-окружение, какие вообще пакеты нужны, ну и вот степ-бай-степ гайд, как дойти до темпорала, как все запустить, как настроить, что нужно в приложении самом настроить. И, соответственно, сегодня мы это собираемся сделать. Собираемся прям пошагово. Сегодня Алексей будет начинать показ, поэтому он готовится, сидит. Так, кто-то Поэтому, ждал да. этого 6 месяцев. Ну, а я 6 месяцев готовился к этому. Что, Алексей, тебе было Так, не слышно? я начинаю шарить экранчик. А, давай. Скажи, Паш, как по масштабу 125, наверное, нормально? Так, подожди. С ноутбука вообще, конечно, мелко очень. Еще больше надо. Еще качество, Может, в стриме конечно, ребята напишут? такое. Я бы, может, даже еще увеличил. А может, у меня качество... Я бы О, еще зацени, чуть-чуть можно вот так. увеличивал. Вот так, но тебя тут не будет. Ничего страшного. О, вот так норм. Давай, мне вот это очень нравится. Сделай эту кнопку скрыть, нажми в первую очередь, чтобы уже... Ага, я ее унесу, потому что она будет появляться. Так, я тут просто длодом сейчас занимался. Давай я это close сделаю. В общем, что хочу сказать. Блин, Говорят, еще увеличивай. окей, увеличим еще. Что хочу сказать. Мы сейчас будем работать с репозиторием, который могут все себе склонировать. Вот это Temporal Quick Только Start. не прямо сейчас клонируйте. Нет, можно клонировать и подпуливать изменения. У меня в этом браузере нету логина, поэтому я вот планирую это вот таким образом. Вот, на ваших глазах я то же самое, наверное, делаю, что и вы. Клонирую репозиторий. Здорово, Игорь. Как вам, кстати, котопес в чате? Кстати, Паш, мы же должны стартануть спиралевское приложение, да? Что Вот с чего сделать? надо было начать. Стартануть? Да, фартануть А, спиралевское приложение. да пофиг, можно и так сделать. Можешь сделать сначала create project. Давай, ладно. Как ты думаешь, он установит в текущую, Нет, в имеющуюся он не нет, установит? мне кажется, композер будет на это ругаться. Давай, наверное, объясняй, что ты делаешь, чтобы мы не Да, спрашивали. я устанавливаю наше спиралевское приложение. Это наша точка отправа. Так, вот так. И сейчас нам надо будет
а, выбрать, что мы все-таки будем устанавливать. У нас будет веб, правильно, Паш? Ну да, нам нужно веб-приложение. Кстати, мы этот инсталлятор очень долго делали. Он кардинально отличается от всех других инсталляторов. Будет у нас какая-то дефолтная штука? Наверное, будет. Нет, я бы не делал Ну, дефолтную контроллер штуку. базовый, не Потом, знаю, не надо? нахрен, не надо. Ладно. А с API, для чего нужен API? Это если мы не используем Roadrunner, а используем, не знаю, там Nginx или PHP сервер, не знаю, что угодно, где требуется API. Мы вот это устанавливаем. Если мы рассчитываем только на Roadrunner, нам это не нужно. Но я бы его удалил, потому что нахрен он не нужен. Ну, кому-то, может, нужен. А ладно, цикл. Цикл нам нужен? Да, можно. Давай, да. И коллекции для цикла. Ну, возьмем доктрины. Валидатор. Втыкай Мы используем спиралевский. спиралевский. Я просто ни один не знаю. Не, это нам точно не нужно. У нас сегодня темпорал. Q нам не нужен. Кэш, наверное, тоже не нужен. Нахер. Нафига он нам нужен? И мейлер. Ну, мы можем в агрегатор, конечно, что-то отправить. Не надо. Не Нахрен надо. мейлер. Ну, если что, это отдельно можно все ставить. Окей, да, отдельно это все можно потом будет доставить. По сути, это Степлер. все бутлоудеры. Наверное, здесь ничего не нужно. Ну, он Вот, 1, 2, кстати, 3 предлагает. давай У нас plain веб, PHP. поэтому plain. Датагрид нам, наверное, не нужен. Кстати, для тех, кто не пользовался спиралью или пользовался, DataGrid — это штука для фильтров, когда мы запросы в базу данных делаем, и нам нужно по каким-то query параметрам фильтровать их. Вот DataGrid вот в ту сторону. Мы его С как-нибудь метриками что разберем. делаем? Давай пока не будем. В центре. Пока не будем. Ну, блин, подожди, мы деф-окружение не будем настраивать на центре? Нет, зачем? Ну, хочешь, сделай, давай. Пусть будет в центре. Так, сейчас композер понял, что ему надо. У нас составился композер JSON файлик. Если кто-то захочет, посмотрите на этот инсталлятор. Я бы его вынес в отдельное приложение, потому что он позволяет настраивать практически любого рода приложения с учетом композера и всего. Реально крутая штука. Так, D это deny, наверное, да? Yes, делай, пофиг. Мне не нужен этот PHP HTTP Discovery. Это какая-то отвратительная штука, которая пытается везде проникнуть. Да, Алексей прям на винде разворачивает. Он VSL не пользуется. Да, я сейчас буду разворачивать свое деф-окружение. Я покажу, как я работаю без VSL, без докера. Любитель виндового PHP. Да, есть у меня несколько проектов под винду, если прям с окошечками. И недавно я даже один базоновский делал, аппликушечку. Да, он всегда так долго устанавливается. Так это твой интернет. Не, подожди, у меня сейчас хороший интернет. Так это обычный композер. Почему он должен долго устанавливаться? При Psalm он очень много файлов, насколько я понимаю, распаковывает, и в это все упирается. Хотя у меня SSD и все нормально. Так, теперь я перенесу все отсюда туда, потому что я сначала склонировал пустой репозиторий. Надо было наоборот, init сделать уже на приложении. Так сделай init и все. Я имею в виду git init. Все готово. Вот мое приложение. Сейчас меня немножко проиндексирует Storm. Он сразу low memory показывает. Делай пока git commit сделай, чтобы у нас уже в Точняк. репозитории initial commit был.
Да, обратите внимание, у нас с установщиком, ну и чем это отличается от многих других фреймворков, когда они устанавливаются своими установщиками, у нас здесь сразу отсутствует MIT-лицензия, потому что мы рассчитываем, что вы не сразу пойдете open source делать, а все-таки свои проекты проприетарные. Тут нет MIT-лицензии, есть сразу git ignore настроенный, даже А Roadrunner покажи сразу readme, скачался. кстати. Есть readme, я покажу его в отрендеренном виде. Надо побольше, да? Могу побольше, вот так. И в этом readme сразу собраны все компоненты, которые мы установили, ссылки и где что по ним искать. Это Самое очень важное, важно. что мы здесь на родном языке, я имею в виду на «ты», на равных разговариваем с разработчиком. Остальное уже не важно. Да, тут по каждому установленному компоненту есть короткая дока, ссылки на доку, там какие-то могут быть нюансы, и как использовать. Как создать первый контроллер, да, тут прям, я даже не знал, что у нас такое детальное readme. Кто-то очень Скажи хорошо спасибо мне, постарался. что я сидел, пыхтел много лет назад. Да, и тут в конце есть ссылка на Discord сервер. Можно туда приходить и задавать вопросы, если вы не в телеге. Так, это я Init Framework. Не, я сделаю вот так. Я сделаю автогенерируемый коммит. Прекрасно. Прямо сейчас все могут уже подпуливаться и устанавливать композер. Начинать. Так, поскольку мы разворачиваем деф-окружение по моим правилам, нам, значит, нужно... Сейчас я запишу сюда, что нам нужно, да? Мы будем работать с темпоралом, поэтому temporal, roadrunner. Для дебага у меня будет использоваться багрегатор, но я использую багрегатор, ну, поскольку я докер не использую сейчас, я использую наш маленький багрегатор в виде плагина IDE-шного. Вот так он выглядит. Плагин так и называется, багрегатор. То есть я его здесь открываю. У меня здесь есть терминал, там где трап запускается. Есть веб-морда, которая почему-то в JetBrains всегда глючная вот с последних релизов. Иногда надо ее обновить, и вроде как работает. Но может зависнуть. Это уже вопросы к PHP Storm. Вот. Так, temporal, агрегатор у меня это тред. Чтобы плагин работал, сразу вот из коробки на вашем проекте нужно, чтобы трэп был установлен как зависимость. Где он тут? Ну, у нас он идет вместе с дампером, то есть это расширение дампера, Spiral Damper. В этом Ты случае прям трэп туда его ставится в воткнул? вендор. Ну да, потому что это единственный способ. Ну, то есть я удалил зато наши кастомные DD, всякие вот эти дамп функции О, и прочую фигню. это То есть убил хорошо. ненужный код и зафигачил трэп туда. Потому что Ну нам ладно, очень давай важно, дальше. да, нам очень важно дампать протобафы, а без трэпа это нереально. Вот, поэтому я включил трэп как, ну, в dev-зависимость по умолчанию. Так, и, наверное, если у нас будет работа с базой данных, я разверну DOL. Это аналог MySQL, который можно одним бинарем скачать и И запустить. Postgres. Doltgres для этого нужен. Doltgres. Вот так он как-то, или может даже две S. Doltgres. Но я его еще не юзал. Я помню, недавно он в RC выходил или что-то такое, ну, предрелизное состояние. Так. Да, я, кстати, сори, Алексей, тут хочу Угу. по поводу Долта напомнить, почему Dolt, а не SQLite. Если вы захотите с Roadrunner SQLite, то он не будет работать, потому что SQLite однопоточный, и, соответственно, у вас, если воркеров будет несколько с ним работать, и они все заблокируются и не смогут.
Когда кто-то занял connection, то все, остальные все зависнут. Поэтому SQLite забудьте. Я сейчас устанавливаю новую нашу утилиту Download, которая позволяет скачивать temporal бинарник, roadrunner бинарник и прочие бинарники, которые там зареганы у нас. Да, и, пожалуй, надо его download init. Я сейчас этот функционал как раз разрабатываю. И даже не знаю, работает он или нет. Мне LLM-ка нагенерила код. Так, нам нужно добавить софтвер, какие мы будем качать. Это будет Roadrunner. О, он мне сразу пишет, что он найден в registry. Вот его описание, homepage. Пожалуй, функционал, похоже, работает. Долг возьму. Это, кстати, Тоже нашел. офигенная штука, Deload, потому что часто приходится скачивать много всего. Да, И и он без должен был него просто создать. замучаешься. Сейчас я прочекаю, что все валидно. Выглядит... да, ну выглядит валидно, но я обычно предпочитаю все-таки указывать относительные ссылки. Ты забей пока на эти ссылки, кому не нужны. Нет, я сейчас просто А, это запушу, чтобы это осталось. Здесь мы можем указать, конечно, версии, какие нам нужны. И это очень полезно, например, для Temporal. Если мы возьмем вот такую вот версию 1.3.1, но с фичой определенной, то есть Temporal сейчас тестирует некоторые фичи, например, сейчас приоритеты появляются, долгожданные, все их ждут, приоритеты. Ты пождешь приоритеты? Чтобы я не знаю, запускать что такое что-то, temporal. ну, чтобы что-то запускать... ты не, не знаешь, что такое Temporal? Ну ладно, в общем, здесь можно указать, что я хочу релиз с определенной фичой. И можно даже указать там stability. Ладно, так хватит. Мы указали бинарники, которые нам нужны. Кстати, трек тоже можно было бы скачать бинарником. Но он у нас уже в Composer JSON есть, он у нас в вендор попадает. И мы что делаем? Я сейчас подгляжу одну команду. Еще раз напоминаю, Deload вот get. этот не совсем, да, download get, но не совсем. Я хочу сделать так, чтобы у меня при установке зависимостей сразу устанавливался... я, знаешь, лучше откуда это возьму? Я это возьму из доки под лоду, потому что там я помню, что команда немножко более богатая, чем в этом репозитории. Так, это... Как там было событие? Пост инсталл или пост апдейт? Да, вот такую хочу воткнуть скрипт. То есть я втыкаю вот такой вот кусочек в композер, и после того, как я после того, как я зависимости буду обновлять, у меня автоматически могут обновиться бинари, если они не соответствуют текущим ограничениям по версии. Ну, то есть если у меня сейчас там Roadrunner 2024 установится, я потом могу version прописать, что мне нужен 2025 Roadrunner. Download автоматически прочекает текущую версию Roadrunner и скачает более свежий, если нужно. Вот. Если Это я сейчас... что, в Deload можно и свои бинари с любых GitHub репозиториев добавлять. Там в Ну да, мы инструкции есть, можем как это делается. посмотреть это на Temporal Test сервере, если мы будем писать тесты. Так, что у нас случилось? У нас сейчас скачается Roadrunner. Почему у меня что-то обновилось? Симфония. Почему у меня симфония обновилась? Из-за чего? Ну ладно, фиг с ним. Сдается мне, как будто я на старом интернете сижу.
Надеюсь, я в эфире, Паш. Да, тебя слышно. Ну Так, у все, нас все бинари скачался... скачались. Долт, наверное, просто много жирненький, наверное, он. Так, Temporal, Долт, Roadrunner все скачал. Roadrunner, он сказал, что Binary уже есть. Вот такой версии. Кстати, предыдущая версия скачалась. А значит, лучше задать все-таки этот constraint. Это, видимо, наш скрипт по скачиванию Roadrunner немножко не обновлен. Если кто хочет, зайдите, обновите. Наверное, там такая версия. Это, если что, репозиторий будет Roadrunner PHP /CLI. Или Roadrunner CLI. Просто CLI. Там надо будет апнуть версию Roadrunner на 2025. Это если кто-то хочет помочь open source. Все, последний Roadrunner скачан. И я все Deload закоммичу. офигенен. Это то, чего я ждал всегда. Кстати, насчет Долта ты напомнил. Так, я сейчас конфиг еще создам для Долта. Там использую свой конфиг. Кстати, может он умеет Долт. Долт. Как он там, init? Не init. Да, init. Но Dolt YAML он почему-то не создал. Ладно, я его вручную создам. Всегда вот думаю, надо или не надо. Я прочекаю, что Dolt работает. Как там SQL сервер? Круто. А ты будешь в Roadrunner конфиг все это запихивать? Подожди, тогда я сейчас конфиги тогда доделаю, да? Во-первых, у нас тут бинарники, у нас кое-что не учитывается, что нам стоило бы добавить сюда Dolt и Temporal. Я лучше вот так пропишу. Так, Алексей, это... PHP Storm, PHP Stan или Psalm? Тебя спрашивают. Конечно, Псалм. Владимир, У меня Псалм. Стэн какой-то, ну, такой, знаешь, слишком попсовый и тупенький одновременно. Ну, то есть он попсовый, но его не развивают, не делают поумнее, хотя стоило бы. Так, это чей конфиг? Подожди, так вот куда Долт, куда конфиг свой повесил. Угу. А его, наверное, потом надо будет как-то указывать. ты забей пока на Dolt, потому что он нам сейчас не нужен, Согласен. Да, я просто проверю, поэтому что не он тратим на него работает. время. Да, окей. Ладно, я даже конфиги уберу, мы потом с ними разберемся. Так, насчет RR Ямла, да, нам надо, наверное, сразу что-то настроить. Что нам нужно? Нам нужен HTTP, темпор. Ну, в принципе, оно тут все есть. Workers пока один. Ну, пусть два будет. М. М? Ну и все. Я добавлю еще в readme. Я добавлю в readme команды для запуска. Так, где у нас тут? Вот, next. В начало добавлю. Так. Temporal у нас запускается вот такой командой. Dolt такой.
Roadrunner, RRServe. Нам что-то еще надо запускать? Я надеюсь, что нет. Даже из этих не все потребуется, надеюсь. Нифига себе, он тут нагенерил. Так, ну и... и Composer Log я тоже сюда запушил. Ну ладно, пускай будет. Так. Я, Паш, скажу, пожалуй, насчет докера, да. Вот сейчас у меня, если я открою три терминала и вот это вот запущу, в принципе, мое приложение будет работать. Даже это... Да, наверное, на Ага, этом достаточно. Докер мы будем, наверное, в конце, потому что уже и так полчаса прошло. да, Слишком блин, долго мы нифига, спираль 20 минут. устанавливаем. Согласен, я думал, это 5 минут займет. Давай, я все запушил. Ты возьмешь дальше или мне продолжить написание кода? Как мы будем? А ты знаешь, О, как нифига, код тут докер писать? есть. У меня есть Да. LLM. Кстати, да, самое главное я забыл сделать, это я забыл на него настроить сейчас CTX на этот проект, чтобы потом за меня все генерировала LLM-ка. Ты еще CTX init забыл сделать. Хотя бы так, доступ к файлам это минимум, который нужен. Мне тут init пока, можно сказать, все. Проект готов, я запушил. Да, я запушил. Каждый может теперь его планировать, выполнить композер install или update, и все Так ты бы установится. сделал RR-серв сначала, проверил, что у тебя все работает. Я уверен, Окей. что сейчас сломается что-нибудь у тебя. Ну, блин, ладно, да. Так, нам нужен temporal. Я его Запусти немножко сначала RR и все. Ну ладно. Не, ну RR не запустится без temporal, правильно? Сейчас видно было брендмауэр? Нифига, запустилась с первого раза. Я не Все верю. запустилось. И мы можем... знаешь что, я, наверное, логи отключу в Roadrunner такие детальные. Нафига они нам такие детальные? Кто знает, как это делается? Правильно ли он это сделал? Просто сделай level info. Да, я не всегда помню, как это делается, поэтому я хожу по любым проектам и подсматриваю. Logs. Слушай, что с моим интернетом? 5G все-таки. Это ужасно с интернетом. Мышка сегодня какая-то Я не лагаю пустая. вообще, кстати, видео нормальное. Видео нормально, но экран как будто бы 5 FPS. Капец, ладно. Ладно. Значит, дальше будешь стримить ты. Да просто сделай logs level. Просто level info и Блин, все. да. Logs, level, info. Дебаг нам не нужен, дебаг вообще противопоказан. Но он почему-то Что было вылезает. с Псалмом недавно, что он чуть не умер, Алексей? У него пропал... Он не развивался. У него копились уши, но никто ничего не делал, версии не выпускались, и не было совместимости с PHP 8.4. Но там потом пришел чувак, который все это быстро подтюнил, и сейчас уже стал 7 готовиться. Он уже в бета-версиях постоянно выходит. Так, я хотел проверить. Тут он пишет, на каком порту он открывает. 8080 открыл. По 27 001 80 80. HTTP. Да ты издеваешься. Как зайти на localhost? Вот с этим, Павел, теперь ты будешь разбираться. Мы установили пустое приложение, у нас, видимо, ни одного роута нету, поэтому я обычно ставлю с пресетами, чтобы хоть что-то работало.
А сейчас у От нас ресета нифига это нет. говно. Все, Паш, я тебе передаю бразды. Я сейчас только установлю А, сюда нет, как я это... Почему я лок должен level. самое легкое показывать? Тебе достается все самое сложное, а мне все самое легкое. Так, я добавляю твой экран. Давай. Так, всем привет. Подожди, сейчас я не знаю почему, но, наверное, надо вот так сделать. Нет. Почему я остаюсь здесь? Так местами нас поменяй. Я не знаю. М. Я не знаю как. Черт. Бред. Ладно. Да ладно, пофиг. Сиди ты, будешь с умным видом губами шевелить, как будто это я говорю. Да-да-да, вот. Ладно, Алексей все настроил. Спасибо, Алексей. Давайте, мне надо у себя запустить. О, нет, почему-то. Композер сначала надо установить. Почему я через композер апдейт устанавливаю? Вроде норм же Да, видно, Алексей, проверь. Все ли да, ок мне видно? нормально. Ты только знаешь, что сделай? Под пуль еще я там в конфиге info level поставил в Roadrunner, Так, ну у чтобы... меня тут не download твой. Кстати, download с первого раза ничего не скачал. Ну, хорошо, что есть vendor bin download команда, если вы А хотите почему, скачать. кстати? Потому что он, Что там наверное, еще был написано не красненьким? установлен. А фиг его знает. Типа он еще бинари туда не разместил? Вот Нет, этот скорее поворот. всего, unterminated quoted string. Скорее всего, здесь где-то косяк в строке, Я, которую наверное, на Linux он не это на понимает. винде тестил, да. Это у меня виндовая, видимо, штука. Надо тебе по-другому это Наверное, как-то вот делать. эту вот штуку он, Может, там одна ну, палка нужна? вот так вот, наверное, надо делать. Но только не так, а вот так. И будет все работать. Так, я надеюсь, у меня быстрее работает, чем у тебя все. Так, индексация прошла, это прошло. Ну вот, так вот точно работает. Значит, с чего мы начинаем? Давайте сначала проверим. А, Если говорить про спираль, то, у меня версия PHP у нас будет, во-первых, 8.3, конечно же. Здесь мы поставим 8.3. Не знаю, почему она сама не поставилась. Вот эти оверрайды меня, конечно, пипец бесит. Не знаю, кто их придумал, кто их сюда вообще добавил. А здесь есть override false. Короче, в Псалме можно эту штуку отключить, чтобы не ругался на оверрайды, потому что я недавно заметил, что даже когда интерфейс имплементишь, он все равно требует оверрайд, и меня это начинает дико бесить, бомбить и все такое, поэтому я его отключаю. А убери, Алексей, сделай во весь экран. Зачем ты сделал так? Да подожди, тебя и так видно. Ну, все Или что, равно. кто-то жалуется? Или Никто в не носу не жалуется. поковыряешь? Да, смотрите, все, приложения конфижатся в спирали через бутлоудеры. У нас есть как бутлоудеры уровня приложения, есть бутлоудеры, уже которые фреймворк предоставляет, приблизительно как в Laravel сервис-провайдеры. Соответственно, в кернеле можно их все регистрировать. Есть системные, которые в первую очередь запускаются, есть те, что запускаются после того, как системные запустились. Вот. Ну и здесь достаточно большой список. Иногда бывает необходимость некоторые бутлоудеры переносить, регистрировать конкретным бутлоудером, потому что, что мы его подключили, а он за собой еще пачку затянул. Соответственно, например, когда мы работаем с HTTP-слоем, мы можем все бутлоудеры прямо вот сюда в роутер отнести,
И если мы его отключаем, соответственно, и все эти бутлодеры вместе с ним отключатся и не будут нам мешаться. То же самое с базой данных. Так, ну, выглядит в целом ок. Вот это еще Найхолм. Надо сюда убрать. Так, dependencies окей. Это окей. А вот этот, почему он так показывает, интересно. HTTP bootloader name in use. Да, норм, все. Так, это окей. Это убираем. Ладно. Вроде бы здесь всё настроили. Что мы сегодня делаем? У нас вообще не очень сложный план, но хотелось бы показать всю последовательность. Так, сейчас я создам здесь что-нибудь. О, Паша, я ее, кстати, уже нарисовал. Да, но все равно еще чуть-чуть потрачу. То есть у нас есть некий клиент, который должен совершить некоторую оплату. Это, соответственно, он должен в API-контроллер в HTTP попасть. Вот HTTP. Он сюда попадает. Соответственно, он говорит, хочу что-то оплатить. Мы запускаем temporal workflow. Этот workflow, соответственно, совершает операцию, payment. Потом дальше генерируется чек фискальный какой-нибудь там, и ему возвращается вот по workflow возвращается ответ с чеком этим. И, соответственно, у нас, скорее всего, будут еще какие-нибудь API-точки, которые позволят нам через query, вот здесь вот query метод, получить информацию о том, что там у нас, какой статус операции. Ну и, соответственно, когда фискальный чек мы получили, можно, наверное, куда-то что-то, какой-нибудь веб-хук отправить. Либо письмо на почту, ну, где-то здесь. Я думаю, еще, Паш, тут будет у нас такая простая штука, что вот из API, да, в workflow идет, и обратно в этот же API, то есть это в тот же запрос к юзеру. Мы не будем делать Мы это здесь вот, как... мы стоим, ждем. То есть у нас операция синхронная. Мы Ну, ждем, это в пока все API-шке, да, то есть мы завершится. в Да. API-шке ждем, да. И тут нам, наверное, еще какой-то validation надо будет сделать. Блин, вот не понимаю, что он так пишет. Иногда меня, кстати... вот он. Он типа не Есть. используется? Нет, он Задублировался? просто был. Ну, я его копировал, он задублировался, потом я пошел еще раз посмотрел. Итак, по фреймворку можно быстренько пройтись. Здесь мы всякие логеры инициализируем. Кстати, вот надо Roadrunner Bridge HTTP bootloader тоже туда вынести. Так, это убираем. Это сюда копируем. Ну и, соответственно, вот мы роутер подключаем, он все это, все dependency, в первую очередь их подключит, потом начнет загружаться сам. Здесь он, соответственно, какие-то глобальные middleware подключит, потом middleware на уровне группы роутов подключит. У нас здесь будет вообще API еще, который будет, наверное, JSON payload и так далее. Ну, вроде все. Здесь у нас сразу CycleRM. Мы можем, кстати, для всех сразу говорю, что у CycleRM есть bootloader, disconnects bootloader, который после каждого запроса будет connection сбрасывать. По умолчанию он держит все коннекшены персистентно, пока приложение не умрет, и они будут всегда заняты. Если у вас база данных имеет ограниченное количество подключений, это нужно всегда помнить. Если вы не делаете disconnect, каждый воркер будет свое соединение держать, по-моему, каждый воркер, и могут кончиться, поэтому лучше сбрасывать. Так, это Cycle Bridge. Мы отдельно поставляем еще команды консольные, scaffolder. Это когда мы в консоли, так, где моя консоль, пишем какие-то команды, и у нас вот есть всякие create, как везде, собственно, их можно отключить, если они не нужны.
одной командой, и у нас консоль будет почище. И есть прототип, bootloader, который нам позволяет делать прототипирование нашего приложения без... Ну, я покажу, если мы останется на это время. Так, все, у нас вроде все подключено, можно делать. Так, ну начнем с HTTP. Как всегда у нас есть папочка endpoint, в которой у нас все входящие в наше приложение, все точки входа в наше приложение. Контроллеры. Мы также считаем, что temporal – это точка входа, workflow, activity. Но по факту мы можем сделать здесь какой-нибудь все-таки модуль payment, потому что когда начинаешь работать с LLM-ками, ты понимаешь, что рано или поздно ты сюда захочешь что-то еще добавить, и лучше сразу либо модулями, либо фичами начинать все делить, так будет проще в будущем собирать контексты. Не точечно по файлам, а собирать их по папочкам. Так вот мы все перенесли сюда. Надеюсь, у нас модуль payment, endpoint temporal, да. И нам здесь нужен теперь HTTP. Создаем наш контроллер create, ладно, create action. Я всегда использую single action контроллеры. Кто-то там любит в контроллерах по 10 экшенов делать. Я люблю исключительно по одному всегда делать, потому что здесь потом добавляются всякие swagger, атрибуты, еще что-то, всякие инжекшены, потом логика может усложняться. И всегда проще вот одиночно делать. Так, ну и как всегда роуты атрибутами. Никаких других вариантов. Payment create. Метод у нас будет post. Что там дальше? Group. У нас будет API. Нам нужно, кстати, эту группу сконфижить. Это делается у нас как конфигуре route groups. И здесь мы делаем вот так вот. API. Нам нужно, чтобы у нее были префиксы API. Так, middleware. Ну, вот, достаточно. API можно, кстати, V1 сделать, если мы когда-нибудь будем версионирование делать. Ну-ка. И здесь мы возвращаем пока что-нибудь. Блин, все время забываю, что у меня есть route list. У нас ничего не добавилось. Круто. Как думаете, почему не добавилось? У меня что здесь? Кэш влияет? Ну-ка, проверим. Может, он включен сразу был, кэш? Не-не-не. А мы сейчас посмотрим. Он нашел вообще наш файлик? Не нашел. А не нашел он его, потому что... Надо вспомнить, почему. Так, CRC... подожди, так здесь application source... Не, вообще все вроде верно. App модуль payment endpoint HTTP. Вот я не... Я люблю такие ситуации, когда я не могу сходу понять. Но вот это он точно нашел. Значит, здесь... А root у нас точно тот? Root вроде тот. Все, я понял причину. Здесь у нас как будто бы не хватает annotated bootloader. Он здесь был, я его Может, затер. атрибуты? Че? Может, атрибуты Да. bootloader? Annotated roads. Во, bootloader. Точно. Так, ну да, вот у нас появился API Create Payment. Можно сразу попробовать запустить и проверить, что он работает. Так, но у меня temporal пока не запущен. Соответственно, можно temporal здесь убить. Это так, это так.
Так, Я 80. могу пока сказать, что вот этот локальный темпорал, который бинарник скачивал лодом, он крут тем, что в нем уже все включено. В нем есть и метрики, и UI-ка есть. Ну, короче, все. Вам больше никаких докеров не надо, там все есть. Это очень Да, круто. мы это сейчас посмотрим. И у Roadrunner есть режим дебага для тех, кто любит дебаг. Я так понимаю, что если мы ставим true, вот у нас стоит два воркера, а он, Подожди, а запятую он надо говорит, убрать. кстати, не... А, Запятую надо я умею. убрать. Да, спасибо, Воркер все равно Алексей. будет один. Да, он будет тогда запускать в режиме одного воркера, и после каждого запроса он будет воркер перезапускать. В этом случае мы можем разрабатывать код, там, допустим, делать hello какой-нибудь, world, смотреть и сразу видеть результат. Вот. Так вот сделаю пока что. Ну ладно, Тут payment Влад просит работает. TDD использовать. Но Test-driven причем на development workflow. класс. Давай сейчас сделаем. Так, здесь еще один момент я хотел какой-то сделать. Давайте сразу, кстати, агрегатор настроим. Я пока это все отсюда удалю. Здесь у нас будет какой-нибудь, network. Пусть будет TNP network. Здесь пусть будет так. У меня где-то был бы агрегатор, его надо воткнуть. Сейчас, секундочку, мы его найдем. Вот Нам сколько нужен... боли причиняет разработка под докером. Нужно все втыкать, что-то запускать. А так Да, установил бы плагин в да. IDE-шку с трэпом и не парился бы. Так, мне, значит, нужен еще... Ух, сколько всего. Не Владимир люблю я, пишет, пока конечно, до это все. темпорала дойдет дело, я уже буду видеть третий сон. Но мы здесь Это не хорошо. чисто про темпорал, мы здесь про быстрый старт. И старт у нас пока максимально быстрый, всего 40 минут прошло. Так, так, так. Здесь, значит, ТМП, 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 ТМП. Окей. Это мы сделали. И теперь нам нужен агрегатор. Сейчас мы его сюда воткнем. Вот, соответственно, ему так, 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 так. Приходится с других проектов все забирать. Ну-ка. У меня есть вообще докер. А ты, Паш, CTX на эту папочку натрави с аишечкой. Пусть она тебе генерит. Что ты страдаешь фигней? Кого генерит? Докер Ой, я файл, скажи. не очень хочу, чтобы еще на это сейчас мы настраивали. Давай я, может, пока что-то фоном сделаю. Давай только что. Да подожди секунду, сейчас все. Все уже почти готово. Так, а здесь нам нужен... Вот это нам не нужно вообще. Вардампер только нужен. Да. А у меня, кстати, вот что произошло. Наверное, он сейчас не запустится. Ладно, пока будем без этого, без докера делать. Вот он нашел время, когда с VSL мне подружиться. Хорошо, у нас есть Create Action. Давайте воспользуемся теперь нашим же... Так, кто помнит, как создавать... Сейчас надо вспомнить. Создавать в проекте New Scratch файл HTTP нам нужно здесь. HTTP request. И, соответственно, у нас будет пост. Здесь будет 127.001, 80.80. И вот такой вот метод. API P1 request payment create. Мы сюда будем передавать, значит, что? У нас будет здесь input manager приходить. Пока что мы делаем самый простой вариант.
Если будет запрос у кого-то, я это могу всегда усложнить. Так, amount. Я даже не хочу пока что делать. Так, amount. Все. Пусть будет только amount. И проверим сразу. Amount, amount. Кто-нибудь знает, как здесь content type JSON, currency нам не нужно. Вот description давайте сюда вставим. Блин. Так, ну description provided. И его сюда выведем. Ну и попробуем запустить. Что мы видим? Так, HTTPS видим. Нам нужен HTTP. Это, тут, наверное, что-то надо create a new payment. Запускаем еще раз. Видим, вот 1000 пришла, payment for order пришел. Соответственно, у нас эта штука работает. Теперь нам нужен workflow. А у нас будет, соответственно, create payment workflow. Что-то, что create payment workflow. Это наш workflow класс. Мы всегда помним, что все workflow имеют атрибут workflow интерфейс. И так, pub function, как там, платить pay, пусть будет pay. И здесь у нас workflow метод. И давайте сразу создадим DTO-шку, которая у нас будет заниматься, в которой будем передавать данные платежа. Payment info, к примеру. И сюда у нас переходит amount и description. Они будут у нас жестко зашиты. Так, payment info. Так, что тут докер? Ну все, докер подвис. Я, конечно, сейчас попробую его перезапустить. Он мне будет еще сейчас мешать. Есть еще что-то связанное с докером? Давай вот это тоже убьем. И запустим заново, проверим, будет ли запускаться. Как запустить этот workflow? Мы берем workflow клиент интерфейс. Workflow. Самый простой вариант. И нам теперь необходимо все это запустить. Так, workflow. Мы создаем new workflow stub. Сюда мы передаем create payment workflow класс, который мы хотим запустить. И дальше идут у нас опции. Workflow options. Это опции всегда обязательны, потому что, во-первых, мы должны передать task queue. Это у нас payment queue. И мы сразу в своем workflow ассайним ему worker queue, которая... Так, как там это? Task queue, payment queue. Мы обычно делаем это через константу. Constring task queue. И вот везде ее протаскиваем. Сюда. Дальше. Вот сюда. Я попозже объясню. Может, кстати, Алексей объяснить. И здесь еще нам тайм-ауты надо какие-то установить. Правильно я понимаю? Workflow run timeout. Execution timeout. Так, карбон интервал. Пусть будет 5 минут. Так, это мы сделали. И вот А тут ты вот клиент теперь интерфейс, да, воткнул в this workflow VF, this WF? чё, куда, Это да, workflow клиент client? интерфейс. А Да. то ведь можно же это в road прям втыкать, чтобы оно на функции Да не, было. можно, но эти штуки не обязательно втыкать, не input менеджер. Кстати,
когда вы работаете с лонграннингом, всегда помните, что конструкторы нужно использовать только там, где вы четко понимаете, что его можно использовать. Ну, я имею в виду, а, что он не должен залипнуть, потому что вот create action, он может быть синглтоном, и, соответственно, вот этот объект, он здесь может у вас залипнуть, если, ну, то есть если он не создан специально для работы в конструкторе синглтона контроллера, он может здесь залипнуть, и стоит, может от клиента, ну, протечь к другому клиенту. Поэтому это касается тех объектов, в которых должен сбрасываться стейт после каждого запроса. Например, каждый реквест, вот если вы захотите реквесты передавать, то он должен быть у вас исключительно вот здесь, сервер request интерфейс. Берете вот ваш запрос, потому что в нем есть query параметры, там, ну, сессия, еще что-то. И, соответственно, эти данные они, вот если их в конструкторе запросить, они здесь залипнут, потому что конструктор, ну, create action, скорее всего, будет синглтоном. И когда следующий клиент сделает вызов в рамках этого воркера, он получит тот же самый объект, и конструктор уже, ну, как бы уже был создан, и те данные, что он успел загрузить, они в нем останутся до тех пор, пока воркер не умрет. А, в нашем, ну, мы когда-нибудь обсудим эту тему отдельно, но просто это имейте в виду. А, Хорошо. Так, как запустить workflow? Есть два варианта запуска. Первый вариант: мы берем workflow stub, создаем объект, он возвращает объект, условно клиент, который будет относиться к этому workflow, и мы у него можем вызвать метод pay и сюда передать payment info. Так, сейчас я передам и дальше расскажу второй вариант и в чем разница. Вот, типа, мы запустили, и здесь result. Есть второй вариант, где мы берем наш клиент опять. Так, сейчас это закомментирую время. Берем наш клиент, и у него вызываем метод start. Сюда передаем вот этот workflow. В чем разница? Первым аргументом workflow, вторым аргументом, ну, а дальше идут у нас арксы, это то, что мы, а, аргументы, которые должны передать в workflow. В чем разница? Так, сейчас, все. Вот этот async, этот не будет ждать ответа start, вот этот будет ждать ответ. Вот этот sync вернет ответ. Вот здесь вернет workflow. Ну, по сути, да. То есть вот этот вернет нам запуск, запущенный объект workflow, и мы, по идее, у него можем get result запросить. Вот так вот. Ну, давайте, пусть будет вот такой вариант. А вот этот уже как бы сам все сделает и вернет результат. И что нам должно вернуться? Так, нам нужна transaction. Transaction вернуться. У нее будет... давайте сейчас Алексей верно говорит. CTX init. CTX project add минус name tmp. Пусть будет так пока что. Так. Да. Так, и переключимся на этот проект сразу. Перезапустим наш контекст-генератор. Руками очень не всегда, хотя быстрее, наверное, писать. Нам здесь должен прийти, соответственно, идентификатор какой-то, UID. Это у нас UID интерфейс всегда, amount. Мы пока интами общаемся, когда будет желание общаться с чем-то другим, будем общаться, ну, уже использовать стринги и все, что там статус. Так, это у нас enum. Какие у нас статусы транзакций бывают, кто знает? Pending,
completed, failed. Достаточно. Паш, Пофиг. Оу, под поле изменения я тебе один сервис докинул, фискальный Activity вот ты докинул. нашел. Надеюсь, ты с ребейзом это делаешь? С каким ребейзом? Я не знаю, А ты как делать DE-шечкой ребейз. сделай сверху, вот где у тебя ветка main, там синюю стрелку вниз нажми, пул, апдейт, Тут ну нет да просто стрелки. пул можешь. У тебя нету пула, да? Все, сделал. Надеюсь, ты мне ничего не сломал, потому что я второй раз не смогу этот код написать. У тебя там должен фискал появиться, да, Ладно, ну, он, модуль. конечно, не Да, там можешь его в появился. модуль переместить. Все. Все, спасибо. Мы еще к этому вернемся. Значит, мы здесь возвращаем нашу вот эту transaction. New transaction. И в нее, наверное, было бы неплохо вот эти амаунты все заменить на payment info. Зачем нам клонировать миллион раз все это дело? Так, payment info у нас info. Статус у нас transaction status. Пусть будет пока что completed. Здесь у нас workflow now. А updated нафиг нам и не нужен. Все. Это у нас transaction UID. А дальше у нас есть фискальный, наверное, фискал код UID. Во, зашибись, смотрите. Как будто бы... Так, transaction UID мы делаем через workflow. Всегда напоминаю, что есть два варианта, как генерировать. Один вариант, как генерировать внутри workflow UID-шники. Это брать helper workflow и у него запрашивать UID. Алексей объяснит, почему. Я не готов, пока пишу код. Объясняй, Алексей. Да, я только тебя попрошу, верни, пожалуйста, фискал обратно, потому что я там кое-что подфиксил. Вот. Да, господи, отстань пока. Дай допишу код. Ну, почему надо UID использовать фасадики? Потому что фасады это круто, и мы лучшие практики переняли у нашего любимого Да, фреймворка. спасибо. На самом деле все дело в сайд-эффектах, и UID это сайд-эффект. Поэтому Короче, если говорить по-простому и на картинке, вот есть Roadrunner, который запускает наш workflow. И он как бы этот workflow сверху вниз начинает проигрывать. И делает он это очень-очень много раз. То есть он может там типа Roadrunner процесс, этот workflow убить, заново запустить, еще что-то. И, соответственно, когда процесс умрет и запустится заново, если мы здесь напишем такую вот строчку UID 7, вот если будет такая строка, если процесс, этот workflow Roadrunner убьет и запустит заново, здесь всегда будет новый рандомный UID. Если мы используем наш фасад, то он этот UID сгенерирует и в темпорале сохранит событие со сгенерированным UID. И, соответственно, каждый раз, когда этот workflow будет запускаться, создаваться объект, запускаться этот метод, из темпорала всегда будет забираться тот UID, который присвоился изначально. Как там это называется, Алексей? Из головы вылетело. Так, здесь сайд-эффект? у нас... Нет, идемпотентность. Оно же? Нет. Нет, ну тогда другое слово Ну и назови. не Ты важно, умный. да. Не важно в целом. Как быстро разрабатывать. Хорошо. Детерминизм. Оно? Да, Я тебе лайки ставлю. Это оно. спасибо.
Ура. Ваше А, очко не уходит в зрительный зал. так. И, соответственно, давайте вернемся в наш контроллер, посмотрим на него. Вот мы запустили наш workflow, он работает, возвращает результат. Но вот когда мы get result делаем, у нас здесь есть поле type. И мы так, вот здесь вот должны указать transaction класс. То есть это то, что мы здесь возвращаем. Потому что возвращаемый тип, он непонятен. А мы, кстати, можем здесь вот сделать return type? Вот так вот. Мы должны его здесь сделать. Потому что Мы то, что здесь... ты нам написал, это ну немножко неуместно. Вот здесь это будет уместнее. Так, а что у него тут? Name. Name, вот так вот. Ну, то есть мы вот указали return type, потому что мы здесь не можем указать return type, потому что здесь у нас, по сути, всегда что-то наподобие генератора. Типизацию лучше не указывать, но return мы можем делать, и поэтому Ну, вот эта вот Паш, штука ты может... можешь указать генератор, но обязательно надо к нему указать именно вот этот return type, который ты указал, ну, в виде Ну, атрибута. да, вот Да, эту вот если он штуку указан, ты можешь указать генератор, только, ну, если хочется. я не хочу, я боюсь всегда указывать. Так, и здесь мы делаем return нашего результата, но так как это у нас объект, давайте его сделаем сразу JSON serializable array и... О, спасибо. Как хорошо, что есть Copilot, который мог бы, конечно, и не camel case сделать. Так, сори, не могу. Ты мог бы в одном поле поправить camel case и все остальные удалить, он бы догенерил их правильно. Спасибо, что ты это говоришь, когда я все сделал. Конечно, так любой может. Ладно, пусть будет Зато так ты так. лучше запомнишь. Теперь нам нужно в Roadrunner temporal раскомментировать. Я хз, что это даст. Так, Паш, под поле еще раскомментировать. удали фискал на место из модулей. Просто перемести обратно или... Ну и, короче, под Мгм. пуль. Тебе надо добавить большую синюю кнопку пул прямо сюда. Подожди, так и что куда добавилось? Я надеюсь, ничего не удалилось вообще. Да ты вообще, по-моему, пул не сделал. Знаешь, что нажми Reload. Alt-тильда нажми, Alt-тильда, и там будет пул. Только в коде это нажми. Нет, так и пул сделался. Ладно, да, Да я нет, и сначала нету сделаю commit. фискаля, нету у тебя, значит, ничего не сделать. Подожди, Да, убери я... галочку, что ты его удалил. Там ты сейчас его удалишь нахрен. Галочку с фискала убери. Во, теперь пул сработает. Ты раньше времени это делаешь? Зачем мы это делаем сейчас? Ладно, значит, он обновился, все нормально. Так, что нам дальше нужно сделать? Во-первых, руками temporal запускать не очень хочется. Давайте здесь попробуем лайфхак сделать. Сервис, temporal. Интересно, сработает. Так, Аш, мне кажется, ты не запушил. Те, кто, может, с нами сидят параллельно, к ним точно это не дойдет. что они там делают? Думаешь, прям сидят это, зачитывают вслух код наш? И Запускают здесь вместе нам... с тобой. Ладно, я только за. Ах Так, ты читер. ну-ка, А мне посмотрим. кажется, он не запустится. Ему ж надо сначала, чтобы Temporal запустился, а потом он только сервисы будет запускать. Тебе надо, Нет, знаешь, он как вот тебе надо Roadrunner temporal, в Roadrunner. он не нашел temporal. Вот, все, видишь, запустился. Что такое сервисы? У Roadrunner есть плагин Services, который позволяет вместе с Roadrunner запускать другие бинари.
Допустим, вот мы захотели temporal запустить, мы указываем команду, и когда Roadrunner стартует, он эту команду поднимает и ее менеджер. Соответственно, если умрет процесс, он его перезапустит. Ну, короче, как супервизор работает. Вот он его запустил. Мы можем зайти в UI, проверить, что у нас есть temporal. Есть temporal. Это нам уже не нужно. Давайте увеличим. Метрики. Тут Prometheus даже, смотрите, нам дает. Вот это круто. И давайте теперь попробуем запустить наш workflow. Хоть бы он не сломался. Уже. Я Так. понял, почему у меня интернет тормозил, я торренты забыл вырубить. Ага. А я что сделать забыл, что у меня нифига не работает? Точно ничего не работает? Да. Так. Проверь модуль. конфиг, я добавил конфиг на temporal. Сейчас, подожди, мне нужно понять. Подожди, наверное, мы конфиг temporal. Да, вот здесь вот client, что такое client default? Это вот default worker, identity, my spiral app. В env'ах мы вот должны... зачем ты удалил ссылку на конфиг? Там же хорошая ссылка на конфиг, на класс конфига. Если надо что-то подсмотреть, можно туда кликнуть и посмотреть параметры. Так, подожди, temporal адрес, вот. У нас не было, наверное, вот этой штуки, и, соответственно, оно и не работало. Ну, попробую еще раз. Так, ну вот, мы видим, что вроде что-то запустилось. Смотрим сюда, здесь нифига не запустилось. Это уже хороший знак. А здесь что он делает, интересно? Может, у меня еще где-то temporal есть? Докер-то. О, докер запустился. Ах ты, подлюка. Я говорил, да, все проблемы из-за докера. Надо локальные бинари запускать всегда. Так нет, это дело-то не... У него, во-первых, порт. Точно там порт правильный. Так, сейчас мы посмотрим. 7233. Здесь 7233. TaskView Default. Это вообще нафиг надо убрать. Temporal OK. Ну, вроде все. Да, А что Влад, вот это это dev такое? сервер. Temporal config. Default. Ну тут он по умолчанию создает дефолтный, и клиентский конфиг тоже. Ага, окей. Что он висит тогда? Где что не так? Так. Connection trans 7.2. Подожди, так может все-таки неправильно стартуем? Попробуй Temporal сервер. по-нормальному в отдельном терминале попробуй. Подожди, так 7233. Надо localhost, получается, указывать. Наверное, в этом проблема. Сейчас я пока так покажу, потому что Это у тебя потому что иногда... VSL, да? Вот не знаю. Бывает такая шняга. Ну-ка. Localhost 7233. Вообще должен работать. Ну да, Invalid HTTP Response вообще работает, но что-то где-то он упирается. Давай смотреть здесь, что не так. Логи. Not found exception. Database. Так. Вот все, я понял. Сейчас мы этот и database конфиг сюда добавили. А у database у нас есть MySQL, который у меня нет драйвера, на который, и оно, соответственно, все ломает. Да, пока убираем. Вообще, можно отключить пока database.
слой. Вот это и, наверное, вот это. Чтобы сейчас не гадать, в этом ли дело. Ну-ка. Тоже нет. Ну, как всегда, началось. А ты веб-морду не делал, да? То есть это надо просто пост-запрос послать. Локально хочу Я сейчас потестить. сделаю get и посмотрю. Так, и что он нам пишет здесь? Intercept, cycle rem interceptor, это уже другая проблема. Это вот здесь вот. Вот это надо пока что включить. Как всегда, начинаешь с этими штуками возиться. А что теперь на этот раз? Черт. Payment info. Так, что ему здесь не нравится? Аргумент must be string, no given. Ну, теперь хотя бы понятно, что не так. Значит, amount у нас int всегда. Пусть будет по умолчанию 1000 поставим. Здесь стринга. Здесь у нас получается int. Ну, вроде все. Ну вот, вроде как отработал наш workflow. Мы видим, что... Ну, давайте посмотрим сразу. Вот у нас запустилось два сайд-эффекта. Первый сгенерировал один идентификатор, сайд-эффект. Второй сгенерировал второй идентификатор. И сюда их сразу присвоил. Payment info, status completed и дата создания. То есть мы, по сути, сделали workflow, который ничего не делает, но он отработал и вернул результат. Соответственно, вот где-то здесь у нас идет input validation, а здесь у нас идет response формат чего-нибудь там. Это мы тоже можем сделать чуть попозже. Get мы отсюда убираем. Получается, да, теперь вот наша API-шка отрабатывает как надо. Идем в наш temporal. Вроде все обвязку сделали. Давайте я ее сейчас сразу зафиксирую. Как это делается? Copilot. Ага. Конечно, он там не тем занимается. Попробую еще раз. Так, это тоже пока уберем. Еще раз. Угу. Вот. Пусть будет так. А что фискал? Фискал мы просто перенесли. Коммитим. Теперь можно заняться самим workflow. Алексей, расскажи, что ты добавил. Фискальный сервис Я добавил какой-то. просто activity, да, с интерфейсом, то есть там интерфейсик есть в папочке internal имплементация, которая рандомит на 10% должна вываливать exception, который не ретрается, и на 50 оставшихся случаях она будет вываливать exception, который ретрается. Но у Стоп, нас тут было, на по-моему, 26 немножко false другое. надо. Нормально, на 26 false надо воткнуть. Вот External я. сервис у нас должен быть, который будет какой-нибудь там HTTP. Ну, это пока Client. имитация. Это имитация какой-то фигни. Ну, можешь туда перенести, если хочешь. То есть у нас там, по сути, должен быть клиентский запрос на внешний сервис. Ну, я временно сделал просто failure. Ладно, пока не будем делать. Хорошо. Получается, Да, только это false на фискал. 26 воткни, Так false. у нас должно быть два. У нас, во-первых, транзакшены должны быть. Почему? Транзакшн. А ты бы его payment. А что за транзакшн? Это сервис тоже ты хочешь? Модуль? Ну так у нас же, во-первых, надо провести транзакцию, оплату,
а потом Ну, это payment. фискальный чек. Я понял. Ты workflow Ну унес ладно, в пусть payment. будет Окей. payment transaction activity. Она будет отвечать за работу с нашими транзакциями. Соответственно, Алексей как сделал? Алексей сначала создал интерфейс Activity и потом его имплементит. Я буду делать попроще. Я буду делать... Так, подождите. Так вот. Сразу без интерфейса. Особой разницы нет. Кто-то любит с интерфейсами, кто-то любит без интерфейсов. Можно и так, на ваше усмотрение. Payment Transaction Queue. Activity у нас могут иметь префиксы. Так, это у нас правильно ли я пишу? Как там это называется? Префикс, да. Префикс, я покажу, что это такое. Это название, начало названия наших функций. У Temporal нет понятия класса, для тех, кто не знает. Мы условно создаем некий класс с методами, но для Temporal это все просто функция внутри вот этого класса. То есть, handle. Handle transaction. Мы сюда передаем payment info и сюда... Так, у нас это будет DTO-шка как что-то входящее. Мы, кстати, можем, наверное, ему payment info сразу... не знаю, стоит ли это делать. Ладно, пусть будет отдельным классом. Значит, здесь будет payment info. И второе, это у нас UID нашей транзакции. Transaction UID. И вот здесь вот мы уже всю логику. Это у нас activity метод, и у него тоже может быть name. Если нет, то он будет название метода брать. То есть, когда мы будем регистрировать эту activity, в самом Temporal она будет выглядеть вот функция вот с таким именем. То есть, если мы с Гошки хотим вызвать вот этот метод handle, мы будем вызывать его по такому имени. С Workflow то же самое. У Workflow есть Workflow метод. У них из-за того, что всего один метод всегда, то, соответственно, мы имя вот здесь вот прям указываем. Payment Create. Вот здесь интерфейс уже без атрибутов, аргументов. Так, это мы сделали, это мы отсюда Тут удаляем. как раз пока на вопрос отвечу. Давай. Тринук Зотов спрашивает, а почему в Activity рандом не детерминирован? Потому что в Activity не надо ничего детерминировать, это необходимость только для workflow. И когда Activity выполняется, ее результат сохраняется в истории Temporal, и в следующий раз оно не выполняется уже, то есть оно берется из истории. А workflow переигрывается каждый раз, поэтому детерминизм там обязателен. Так, у нас здесь, значит, UID интерфейс. Activity у нас будет всегда возвращать transaction result. Нам это нужно, потому что у нас есть различные вариации того, что у нас может произойти. Во-первых, у нас может быть public transaction status, и здесь может быть ошибка. То есть есть несколько вариантов, как делать. Сейчас я покажу. У нас, наверное, UID приходит, статус приходит, да, все приходит. Мы здесь пока что делаем transaction status complete. Здесь у нас error пока что null.
И в нашу транзакцию, значит, приходит, наверное, вот этот мы заменяем на transaction result. Вот здесь статус тоже убираем. Получается вот такая вот штука. Мгм. Ну, приблизительно так. Вообще тут, наверное, надо уже раскрывать эту штуку. Давай, вот. Я, Так, так, кстати, так, Паш, так, так. добавил индексную страничку, чтобы это все красиво в браузере. Ну, естественно, я сам говнокодил с помощью Клода лично. Можешь Давайте подпулить, и там будет Мгм. красиво. Хорошо. Спасибо, Алексей. Теперь нужно это activity здесь создать. Есть два варианта, как это сделать. Я предпочитаю, ну, то есть мне не нравится здесь в конструкторе создавать эти activity. Если вы это делаете, то это не очень хорошая практика, если у вас больше одного метода в рамках класса activity, потому что мы помним, что все это функции отдельные, и каждая из этих функций имеет свои, скажем так, retry policy. То есть, условно, у нас есть какие-то две функции, у этой функции, ну, давайте, ладно. У этой функции вы можете сказать, что время на выполнение вы даете ей 5 минут. И если она зафейлилась, то можете сказать, что 5 ретраев может произойти. Может быть какой-то get статус, у него уже свои должны быть там, типа, одна попытка на get, и, допустим, тайм-аут у нее может быть минута. А если мы вот здесь вот в конструкторе все это прописываем, там типа пишем this payment, ну ладно, пусть будет, ну типа берем вот эту activity, тут надо, кстати, task спасибо, что подсказал. Сейчас мы ее здесь укажем. Как там activity options, new. Так, ну в целом. Вот, видите, мы когда создаем, мы, вот этот вот код, это по сути инициализация клиента, через который мы будем слать в temporal запросы, чтобы он вызывал методы вот этой activity. Это не обращение к самому объекту activity, это всего лишь обращение к прокси-классу, который является клиентом, который ходит в temporal. Это нужно всегда помнить. Так, что здесь получается pay условный. Я пропустил, Ну ты и сейчас штормом хотел сгенерить property. не, он просто как-то неправильно шторм ее экстракт сделал. Ну, я и Так, говорю, это ну, что это автогенератор шторма здесь вечно косячит. Это да-да-да. хрень полная. Да, и вот здесь вот мы уже делаем pay, handle, что мы сюда передаем? Info и transaction ID. Соответственно, он нам возвращает статус, и мы не забываем всегда делать yield. Так, transaction result у нас вот здесь как раз-таки transaction result приходит, мы его сюда передаем. Этот статус уже не нужен. И вот здесь вот, здесь у нас приходит, как там, virtual promise есть тут или надо ставить? Надо ставить. А promise интерфейс будет здесь работать? Вот этот или вот так вот, Алексей? Вот так можно же сделать? Если ты установишь последний промис интерфейс, можешь сделать. Нет, этот промис А, нельзя так. вот так, да? Если ты установишь temporal из DevMaster, то это даже будет автокомплитить. Мгм. Давай Ну, так вот и вот сделаем, это вот кстати. достаточно
Установку темпорала из DevMaster. Это что значит? DevMaster, а следующая минорная Подожди, версия. да... Но он тут где-то должен быть. А, его тут нет. Temporal. Так, DevMaster. Ну, там 2.15 напиши. 2.15.0. Пока сортирую здесь. Бла-бла-бла. DevMaster, конечно же, нам нужен. Чего? Так, Roadrunner Bridge 3.7. Короче, как будто бы здесь что-то еще нужно делать. Давай пока без этого. Не хочу А сейчас тут, сидеть, похоже... А, ну ладно, да. тыркаться. Там, наверное, какой-то другой просто запрашивается. Надо идти смотреть, чтобы сейчас на это время не тратить. Хорошо, вот мы сделали. Можно теперь еще раз попробовать запустить это все дело и проверить, что он отрабатывает. Ну-ка. О, даже запустился и упал, потому что... Чё упал? Так, from seconds. Нет такого метода from seconds. Пойдемте править. Это метод handle. Это вот здесь, наверное. Minutes. Блин. Конечно, тут это. Пусть будет 1 минута. Ему этого достаточно. И что, как думаете? Он не отработает? Вот здесь надо уже перезапускать. Блин, а если его сейчас перезапустишь... мы можем сделать вот так вот. Rare reset. А он еще и сервисы, что ли, перезапустит все? Вот он, конечно, молодец. И убил workflow сразу же. Вот, кстати, минусы такого подхода. Нечего хаки искать. А вот теперь он выполнил. Смотрите, вот нам пришла транзакция. Давайте смотреть еще раз на этот workflow наш. Он выполнился. Мы видим, что input пришел 1000, так, order такой-то, payment, и в результате payment info, transaction result completed, идентификатор, все дела, и видим, вот у нас 2 сайд-эффекта, потом наша функция payment transaction.handle выполнилась, не поступили эти данные, вернулась вот такая шняга. Ну и дальше типа все. Следующий у нас должен идти. Давайте теперь посмотрим, что делать в случае ошибок. Что может быть? Первый вариант мы можем сказать, давай-ка мы выкинем new exception. Ну, давайте сейчас я здесь payment exception какой-нибудь сделаю. Это будет... Ну, началось. Что там? Transaction exception. И он. Что он не делает мне этот? А вот здесь уже интересная штука. Меня это прям подбешивать начинает в шторме. Не понимаю, что произошло, но слетели все... Я пропал? Или я здесь? Алексей, ты Ты здесь? тут? Хорошо. Так, это у нас sources. У него app. Вот это, конечно, иногда меня бесит. Уже не первый раз такое бывает, что ты сидишь, хренак у тебя все папки слетают, и namespace тоже перестают проставляться. Ну, допустим, вот у нас есть некий exception. Мы его здесь выбрасываем. И смотрим, что произойдет. Так. Угу.
И вот у нас наша транзакция. Try. Есть транзакция. Catch. Здесь мы не можем все отлавливать. У нас есть activity failure. Блин, что происходит? Автокомплит. Может, композер что-то там сломался? Не пойму. А все потому, что я вендор поставил в ignore. И он их перестал, конечно же, смотреть. Блин. А какой у него должен быть? Это должен быть ресурс root. Так, что ли? Ну, давай. Да, вот. Все эксепшены, которые переходят со стороны activity, они переходят внутри activity failure. И в чем здесь проблема? Сразу давайте обсудим. В том, что exception у нас могут быть на любых языках. Ну, то есть у нас может activity быть на Гошке написано, на Java и на Python, и, соответственно, какой exception вы оттуда получите и какой объект это должен быть. Соответственно, temporal, он не структуры эксепшенов не хранит. Он ее сериализует в строку, там у нее будет тип эксепшена, но это будет наш класс, и дальше идти текст. То есть, если хотим, мы можем теоретически восстановить с этой стороны. Так, Terview, или как там? Terview. Я не буду сейчас агрегатор запускать, мы запустим наш трап. Так, вот я запустил. Здесь что у нас? Вот так вот. Агрегатор. И давайте запустим, посмотрим, что за ошибка нам пришла. Вот нам пришло сюда что-то. Здесь пусто пришло. Вот это дерьмо, конечно. Так. Ну вот он нам вернул, что exception, и пошел в безлимитное количество попыток обработать. Когда происходит какая-то ошибка, у нас есть несколько вариантов того, что мы можем сделать. Первый – это отправить команду на cancel. Команда на cancel – это тоже exception, который перейдет в наш workflow. Он называется вот типа такого. Что там? Canceled failure, по-моему. Так, и мы здесь тоже можем ее обработать и мягко завершить workflow. Либо второй вариант, если у нас совсем какая-то жопа, здесь нам нужно... Мы, кстати, можем вот делать вот так вот. Throw new canceled failure. Блин, ну, началось. И кинь сюда exception. Типа такого. Payment transaction failed, exception, код и так далее. Так, блин, вот сейчас с этими перезапусками, конечно, постоянными. А что у меня в новых прописано на Вардампер? Ничего не прописано. Почему он тогда не работает? Запускаем и смотрим на наш workflow. Он у нас запущен, он у нас не падает, и в трап ничего не приходит. Вот что самое обидное. Почему, интересно? Всегда вопрос. А может там, ну, вроде activity failure приходит. Так. Алексей, ты здесь? Иногда Да, у я тебя, как бы не наверное, опять слышу. какая-то байда с localhost и 127.0.0.1. Да нет, почему? Все нормально. Здесь... нет, трап должен нормально отработать. Может, дай-ка я сюда попробую передать Transaction UID и проверить, что вообще он... может он вообще сюда куда-то выводит? Вроде нет. Все везде попадало.
Так, ну здесь ладно. Здесь попадало, здесь тоже какое-то падение непонятное. Так, вроде все, блин. Ну ладно, пока что непонятно. Как всегда, но очень интересно, что произошло. Ну, пока что, значит, сейчас чуть по-другому сделаем. А, Что значит происходит? Вот этот мы убираем. А если дамп попробовать? Дамп хоть должен куда-то в этот высрать. Вроде все верно сделал. Ну ладно, последний разок попробую эту штуку. Посмотрим. Не понимаю, почему он не обрабатывает. Тут Игорь должен нам помогать. А Игоря, как всегда, нет. Сбежал с наших встреч. Такое ощущение, такое ощущение. Docker Compose App. Мгм. А, Здесь вот нам нужно где-то вардампер прописать. Сейчас мы его пропишем в энвах. У меня где-то должен быть. Ах. Влад спрашивает, а что будет, если вызов без yield? Ну, то же самое, что вызов без await. Асинхронной фигни какой-нибудь тип вернется, промис сразу же. И что будет? Будет работать что-нибудь-то хоть в итоге? Да, будет работать, пока не умрет workflow. Но если мы не хотим, чтобы действие прервалось до смерти workflow, ну, то есть со смертью workflow, нам нужно отсрочить смерть workflow до конца этого действия. Соответственно, мы делаем await. Я просто так далеко никогда не уходил. Такие действия не делал. Так, здесь вот что-то я пропустил. Не пойму. Сегодня, как всегда, когда никто не видит, чем я занимаюсь, все работает как часы. Только кто-то приходит подглядывать, сразу ни хрена ничего не работает нигде. А почему не работает? Потому История что всегда. папаша начал стрим. Вот здесь вот что ли еще? Подожди. Так, не помню, как они все эти работают. Нужно, конечно, сделать, чтобы 8000 тоже подал. По идее, вот сейчас. Агрегатор заработал. Отлично. Не зря я столько времени потратил. События в него все равно не приходят. Почему события в него не приходят? Для меня я либо вот здесь вот Activity Failure не ту взял, потому что если я сейчас сюда поставлю инфо и запущу, то должно все прийти. Соответственно, где-то так. А есть дебаг режим на Temporal, Алексей? Вот такой вопрос никто не спрашивал в чате. Да, в терминале же есть. А что ты хочешь? Смотри, вот здесь вот Payment Info пришло уже 3 раза, 4 уже пришло. Значит, агрегатор работает, а вот здесь вот я не совсем понимаю,
какая exception должна быть. Давай посмотрим. Может, я все-таки не то exception ловлю, и поэтому нифига и не работает у нас. Но вроде activity failure должно приходить. Ну, смотрим, что придет. И опять ничего не приходит. Точно вообще какой-то интересный глюк, как мне кажется, что нет нигде никакая exception не отрабатывает. Может, я неправильно что-то написал? Может, здесь throwable должен быть? Может, это workflow как-то неправильно env отрабатывает? Я уже даже и не знаю, на что еще думать в этом случае. Почему нет? Ну ладно, все, Сложно навигироваться по твоему экрану, может, ты это запушишь, и мы все вместе пойдем. Как код спрашивает, йоу-йоу, получается? кстати, да, нужно сходить у ларавельщиков, спросить, может, они знают, помогут. Как там в Temporally правильно слать логи. Ну, вообще странная штука, если честно. Почему exception сюда приходит, но его здесь нет. Не может ли temporal неправильно работать? Ну, я думаю, это Temporal единственная сервер на причина это возможная. влиять? Не, я имею в виду temporal сервер может на такую штуку повлиять вообще? Вот этот вот. Что try-catch не отрабатывает. Потому что, Да. вот если мы вот здесь, я все понял, наверное, потому что with retry options, может из-за того, что у нас retry options много, и он эту ошибку, соответственно, нам не выдает. Так, нам нужно with maximum attempts, давайте одну поставим. Это как раз-таки, что после первой попытки у нас все, соответственно, вот сюда, по идее, должен уйти. Здесь, я уверен, что в этом проблема, потому что, он не идет сюда до тех пор, пока он все ретраи не, не опробует, а только потом, если все ретраи не отработали, он уже выходит из вызова этого метода и идет, а, ну, на завершение самого workflow переходит. Так, ладно, это мой уже косяк. Вот мы видим, что Давай, Паш, cancel, запуш да. это все, что у тебя есть, кроме композер лока. Композер лок у тебя законфликтует, потому что я обновил Roadrunner до dev, у этого Temporal Я SDK вот до здесь. DevMaster. Ладно, ну давай, блин. Композер реверни только. Да зачем ты мне туда что-то пушишь? Дай Я тебе мне... говорю, композер сейчас законфликтует. Ну, Так а зачем тогда делать это? Давай доделаем потом уже все остальное. А то мне сидеть, мучиться, тратить на это время. А, Так, ну вот, мы сейчас запустим. У нас всего одна попытка. А, Блин, я опять убрал из хендла. Из-за того, что надо было запушить. Запускаем, запускаем. Видим, что наш workflow сейчас его тут нет, потому что я рано запустил. Запускаем, смотрим. Вот он у нас работает. И тут cancel failure must be values interface. Надо, короче, вот от этого, вот это все отсюда удалить, оставить вот так, и все будет у нас теперь правильно. И вот здесь вот мы должны... ну тут cancel, и он выйдет, никакой результат не вернет. Я хотел показать как раз ситуацию. Мы начали, что можно возвращать exception.
и не exception. Вот у нас как раз видно в агрегаторе failure, а здесь что мы не видим? Вот он заканцелился. Мы видим причину cancel. Есть ли здесь причина cancel? Так, complete. Вот здесь у нас task failed пришел. И дальше пришел вот cancel. И у него где-то здесь должна быть причина, почему он заканцелился. Но ее, наверное, здесь мы не увидим, насколько я вижу. Так, по relation чисто. Что я хотел сказать здесь? Смотрите, есть вариант, где мы try-catch используем, либо отмену делаем, либо мы возвращаем наш объект и здесь ставим статус. Так, transaction result у нас получается, может быть, nullable. Так, здесь так. Nullable. Мы его, соответственно, null здесь возвращаем. Фискальный код у нас тоже null. Мы его тоже nullable делаем. Здесь делаем так. Бла-бла-бла, бла-бла-бла. Все. Вот таким образом. Здесь у нас типа все прошло. Как будто бы это вот сюда можно. Так, почему не кидать эксепшены? Потому что с эксепшенами вам их будет сложно отловить, а если у вас будет понятный объект, который возвращается, и в нем вы можете прочитать и причину, почему cancel, и ну, какие-то другие вещи можно туда передать, у вас будет гораздо лучше flow. Но единственное будет, что здесь статус complete будет. Ну, наверное, complete это тоже неплохо. Интересно, Алексей, а можно статус менять у workflow в зависимости от того, как он завершился? А там статусы-то Типа, такие, знаешь, типа failed, то есть это ну, типа вот exception так надо вот, выкинуть. типа fail. Ну, так, чтобы можно было Но выкинь результат вернуть. исключение. Так, а как мне объект вернуть? Мне хочется вернуть объект свой, но при этом, Да чтобы подожди, давай в так, UI смотри. было видно, что он зафейлился. Там Так. можно попробовать вернуть application failure, и там есть как там details или что-то такого поля, в которое можно любые поля закинуть. И он его как return сделает? Нет, он его сделает, как если ты потом сделаешь из этого из exception, из failure, ты можешь сделать get details и А, получить все эти поля. то есть мы можем сделать вот такую вот штуку. Application failure. Canceled failure. Здесь написать. Не, хочу именно такую штуку. Мы сюда вставляем вот так вот. И дальше у нас идет value. Ну, короче, здесь какой-то value там нужно передавать. А ты нажми Ctrl-P, что у тебя там вообще подскажет? Ты так на Так, шару, values вот details. interface, details. Да, тогда это этот encoded values. И сюда мы передаем вот encoded values from to From values. откуда? Тогда ты туда можешь воткнуть массивчик и Да, мы кивишно зафигачить прям ДТОшки даже можешь. вот так вот, да. Вот такую штуку провернуть. В общем, тот самый четкий комментарий, Аж что Laravel Workflow контроллера. уже все бы давно отработало. Да уже и отработала бы, и сломалась даже 10 раз. Ну и, соответственно, вот где-то в нашем контроллере мы должны будем try catch здесь сделать, да? Вот где? Вот здесь вот делать, интересно, такую штуку. Слушай, ты вот это все коммитил, но ты ведь так и не запушил. Ты, по-моему, кнопочку push забываешь нажать.
Д- Я просто смотрю вот на видео, и мне сложно самому уловить, где мы сейчас находимся постоянно. Уши пулы делает вместе с нами. У меня компьютер стал тормозить. Что происходит? Ладно. Давайте вторую часть доделаем. То есть мы здесь считаем, что мы cancel сделали. Дальше нам нужно твой фискальный теперь какой-то сделать, да? Взять твою activity. Так, это у нас какой-нибудь фискал код. И вот это Только это не activity. код, ну ладно. И ее тоже сделать так, фискал activity, бла-бла-бла. Фискал activity, task-view здесь не хватает у нас. Вот какая у тебя там activity, task-view? По умолчанию. А какая по умолчанию? А по умолчанию, та, что по умолчанию. О, Конфиги, которая по умолчанию. Да, смотрите, все activity workflow, когда регистрируются, они регистрируются с activity с task queue по умолчанию, который вот default task queue, она дефолтная. Ее вообще надо здесь из env вставить. Она вообще должна оттуда идти сюда. Не знаю почему. А, Ну ладно, пусть будет так пока что. Нам не принципиально. Когда вы используете дефолтную task-queue, вы ее не можете использовать одновременно на двух сервисах для разных а, видов, ну, типов workflow и типов activity. То есть по факту, как минимум, у каждого сервиса, если это мы не один и тот же, несколько реплик делаем, у него должна быть как минимум разная task-queue в единичном экземпляре. То есть они, когда все будут в Temporal регистрировать свои workflow и activity, каждый сервис, он будет также говорить, в какой task queue он их регистрирует. Ну, по сути, вот будет вот это значение брать то, что мы здесь указываем. И Temporal, он не будет, ну, то есть когда им приходит какая-то задача в какой-то task queue, и насколько я понимаю, когда кто-то регистрирует activity или ну, какой-то сервис регистрирует свою activity или workflow с task-queue, Temporal, он вроде как не думает, у кого еще такие есть task-queue, он просто этому серверу говорит, все задачи, которые с такой task-queue приходят, я буду в том числе и на тебя передавать. И он может ему дать ту задачу, которую сервис просто не может выполнить. У него просто ее может не быть. Это activity либо workflow. Поэтому всегда на это нужно пристально обращать внимание. Так, ладно, фискальный код. У нас что здесь? Фискал info. У нас есть info, amount. А нужно ли нам здесь транзакцию? Transaction UID нам еще нужен. То есть получается this фискал код мы фарт делаем, чтобы это не значило. И сюда передаем нашу информацию. Amount и UID. Это, наверное, фискал код UID. Так, и что он нам возвращает здесь? Он нам возвращает, наверное, какой-нибудь фискал статус. Фискал статус всегда возвращает. И здесь у нас хрен знает, что там должно быть. Статус, error и, наверное, всегда UID интерфейс здесь приходит. Смотрите, что у нас может быть. Так. Так, это то, что там приходит. Success. Вот получается, вместо row надо тебе
Со статусом другим это все отправлять, правильно? То есть ты можешь в Да, try-catch это завернуть, вот эти все эксепшены выше. так, ну давай try вот это catch failure норм. И здесь теперь try. Так туда же перемести в тот же try. Не, а тут статусы у них другие. Так а статус в зависимости от исключения. Application failure это не то, что в данном случае. Это mock у меня был. Сейчас это mock application failure. Тебе, естественно, надо это заменить на нормальное исключение. Да я не хочу, мне и так нормально. Тоже пусть разбираются те, кто захочет нормальное исключение. Нас устраивает такой порядок вещей. Какой там у нас вообще 1 из 100, да? 1 из 100. Подожди, 50%, 10%. Соответственно, у нас Так, интересно, это у меня интернет помер? Нет, это у меня компьютер как будто подвисает. Из-за чего, не понимаю. У нас сервис очень такой ненадежный, и он, соответственно, либо ошибки какие-то выдает, либо сервис недоступен вообще, и редко дает success. Поэтому мы всегда должны заботиться об этом. Что я здесь хотел сразу подметить, почему мы вот этот и вот этот UID сгенерировали на стороне Workflow, а не внутри самого Activity или сервиса, который транзакцию обрабатывает. Потому что идемпотентность. Если у нас этот workflow упал или что-то произошло, и нам нужно вот этот же метод повторно вызвать, мы на другой стороне будем знать, что обработали ли мы транзакцию с таким UID или нет. И мы ее поэтому туда передаем. Если обработали, мы здесь просто результат выдаем, как будто бы уже работали с ней. То же самое с фискальным кодом. Так, здесь у нас result status. А здесь что у нас? Фискал код статус. Вот так сделаем. И здесь, получается, меняем вот на такую штуку. Так, фискал статус. Так, так. Вот такая вот шняга. Ну, выглядит как нормальный план. Мгм. Результаты есть, все есть. Можно, так сказать, запускать. А что это у нас? Вот здесь это UID мы меняем вот на такую штуку. Мгм. Ну все, давайте теперь перезапускать всю эту штуку. Что не так? Фискал инфо. Потому что у нас в Activity-то. Чё? Инфо, а здесь... потому что фискал статус у нас возвращается. А мы здесь void возвращаем. Все верно. Допустим, запустили. Запускаем. И пойдем в наш temporal. Сходим, проверим, что здесь произошло. А здесь произошло, что у нас нужна такая же штука, как в твоем сервисе, которая будет выкидывать здесь вот так вот исключение. Это сколько в 10% случаев, да, получается? Нет, подожди. Больше 10, да. То есть первые 10 выдают нам ошибку, все остальное не выдает ошибку. И мы вот здесь ставим ретраев, значит, 3 штучки. Мы считаем, что нам 3 ретраев, ну ладно, 10 ретраев достаточно, чтобы совершить
операцию. Паш, ты вот сейчас что делаешь? Какая операция? Payment, Transaction Activity, что там дергаешь? Handle метод. И там ты выкидываешь исключения, да? Ну, уже нет. Сейчас мы проверим, как это будет теперь работать у нас. Вот running. Так, что у нас? Transaction fiscal must be fiscal status promise given. Потому что мы вот здесь вот yield не добавили, так сказать. Блин, вот, кстати, чем мне нравится вот этот бинарь temporal, то, что нужно всегда перезапускать после того, как... А чё не перезапустился? Ладно, давай terminate Да, его. блин, ты его просто запускаешь в Roadrunner, запусти его отдельно. А подожди, так, мне кажется, он уже там где-то... Ну-ка, F4 temporal. Он уже тут у нас засел навсегда. Чик. Поэтому в нем все и работает. Ну, давай вот здесь вот и запущу. А из Roadrunner его нафиг удалю. Хорошая попытка, но нет. Если нам часто надо перезапускать этот сервис, чтобы он своей жизнью жил, из Roadrunner его уберем. Так, что нужно сделать? Пойти запустить. Здесь нужно error. Давайте вот так вот сделаю. Значит, здесь мы... Так. И здесь так. Здесь у нас, значит, запускается RR-Serve. А здесь мы будем... Ну, ясно. Здесь у нас будет RR-Reset делаться. Отлично. Давно бы так сделал уже. Это убираем, чтобы больше не мешалось. Ну вот, мы видим, что у нас workflow отработал все с первого раза. Давайте cancel. Блин, а нельзя ли запустить итерацию из 100 штук? Он всегда теперь с первого раза обрабатывает все. Предлагаю это сделать больше 50. На всякий случай перезапустим. И делаем. Ну вот, А я предлагаю тебе закоммитить это. сейчас закоммитим. Теперь смотрим. Мы видим, что transaction handle. Так, а у него сколько? Вот, со второй попытки отработал. С первой попытки он ему написал, что что-то пошло не так. На вторую попытку он уже отработал. И поэтому у нас был небольшой фарт наш всегда с первой отрабатывать, что мне не нравится. Слишком какой-то у нас... А вот сейчас, возможно, оба сервиса отработали не с первого раза. Хотя нет, этот с первого. А кто? А вот этот с какого? Этот с третьего раза отработал. Ну, как будто бы достаточно попыток, и все работает. А у тебя камера померла или ты ее отключил? Камера? Не знаю. Да. Ну вот, работает. А я не Теперь знаю, почему, работает. кстати, отрубилась. Так, ну, я думаю, что можно позадавать вопросов нам. Подпуши, Если у я кого-то почитаю есть. код и позадаю тебе вопросы. Ну, давай, раз ты просишь об этом. Чик-чинь. Что, пушит? Все, запушился код. Выглядит, как будто бы сервис готов. Можно теперь взять CTX. Ну-ка. Кто будет задавать вопросы? У кого есть... Еще можешь
CSFix запустить. Композер CS двоеточие fix. Давай. Так, где можно почитать про настройку Xdebug, чтобы можно было с RR юзать? У меня RR и Xdebug в контейнере. О, сочувствую. Что происходит? Это он правила показывает, размер такой большой. Мгм. CS-фиксер, все, пошел и пофиксил. Даже то, что не нужно было фиксить, он, наверное, пофиксил. Так, здесь ок. А ты Упс. можешь схлопывать. Ну все. Да, пожалуйста, Максим, за контент. Я все мечтаю сделать стрим по тоже шаг за шагом с CTX, с вайп-кодингом и разработать целое приложение. Но, возможно, в будни этим займусь. Если, Паш, ты сейчас сделаешь композер install, то у тебя обновится SDK, и у тебя добавится типизация workflow. Там, где ты вставлял promise интерфейс, ну, там, где у тебя елды, да, оно теперь будет все работать. Почему у тебя не работало? Потому что у нас сейчас, ну, я обнаружил, есть несколько пакетов Roadrunner PHP, которые еще не обновились на 25-й Roadrunner. Так у тебя тут 8.4, а у меня 8.3. Зачем ты мне подсунул этот 8.4? А зачем у тебя 8.3? Чего? Я же говорю, у меня нет 8.4. Зачем? Так, Ладно, 8.3 как окей. масштабировать? Можно ли запускать Temporal в Что такое Circuit Press? Типа... серверлес контейнер. Конечно, можно. У Temporal есть Helm Chart. Не, подожди. Серверлес контейнерах. Не понимаю, зачем его там запускать. Temporal — это стендалон сервак, как база данных. Базу данных же мы не запускаем в серверлес. Если мы говорим про Kubernetes, например, я просто не знаю, что подразумевается про серверлес контейнеры. Типа в DigitalOcean а-ля вот эти функции, либо лямбда у AWS, то там у них же ограничение на количество, ну, на время, которое может работать этот контейнер. И там это время ограничено, там типа 15 минут максимум, либо еще сколько-то. А Temporal — это как база данных, как сервак, который постоянно должен работать, принимать соединения и все такое. Для Kubernetes есть Helm chart, там запускай, настраивай, либо в докере поднимай. Но серверлес я не знаю, какой смысл. Тебе нужно свое приложение там запускать, а не Temporal. Так, что еще? Кого какие вопросы? Сколько вообще человеков у нас в чате? Пересчитайся. Первый, второй, и заодно лайки поставь каждый. Так, я сейчас... Тогда пока мы... Сейчас, сек. Вот насчет масштабирования самого сервера Temporal, вопрос интересный, там надо посмотреть. Просто он смотрит в базу данных, все свои события пишет, и, скорее всего, база данных там будет всегда одна. Спасибо, Константин, что такой хак сделал со всех аккаунтов, лайкнул. Будет одна база данных, и она может быть узким местом, но по факту там workflow одновременно он может обрабатывать такое количество, что
Практическое применение багрегатора не ясно. Дагрегатор, кстати, дагрегатор круче, чем багрегатор звучит. Деградатор, наверное, еще круче. Да-да-да. Багрегатор нужен для того, чтобы туда просто все дампы слать. Да, для фортанов, бесплатный фритир Temporal в облаке. Так можно свой ну, у них облако отличается от локального инстанса тем, что в облаке есть авторизация по ключам и сертификатам. А, То решение, ну, стендалон, сервак, который вы у себя будете разворачивать, у него такой штуки нет, авторизации. И если вам нужна авторизация, то, скорее всего, придется билдить свой бинарь темпорала и в него добавлять слой авторизации. У них, кстати, есть пример, как это сделать, и мы в ближайшее время в своей компании собираемся такой хак провернуть, и я поделюсь своим опытом. Может, какой-то бинаречек соберем. Да, Алексей, говори. Тут вопрос был вообще про тарификацию, чтобы для фортанов сделали. Ну, боюсь, они не знают фортанов. Ну да Надо уже ладно. давно сообщить им. Сообщить, да. Я просто хотел еще обратить внимание, что сейчас в этом порле занялись наконец-то, ну, обратили внимание, что курсов по PHP у них нет, у них есть по всем языкам, но по PHP нет. И вот в рамках этих курсов есть уже тестовая приложушка небольшая. Ну, она фреймворк агностик, отвязана полностью от всех фреймворков. Максимально минимальный билд. В общем-то, здесь workflow, money transfer. Можно вот тоже посмотреть, как это делается. Все так же с одной команды композера заводится. Тоже, кстати, перевод денег. И здесь вот пример, как работать с исключениями некоторыми, ну, некоторой вложенностью и кейсами откатов. Ну, это такая ОСАГО не на сахаре, да, который у нас обычно, вот, а вот как бы сага на стоковом синтаксисе PHP. Тоже интересно посмотреть, то есть как это делается. Павел? Да, я вот читаю комментарии. Тут вот Константин говорит, что можно по IP-адресу закрыть. Да, можно. Вообще, если в Kubernetes поднимать, то там просто на ингресс не отправлять ну, на внешний, и все окей. В нашем проекте просто мы поднимаем там пул серверов, и они все... Ну, то есть одноразовые таски через Temporal выполняем. Там типа есть какая-нибудь задача, мы кидаем в workflow в Temporal, а сервак, который ну, то есть с уникальной task-view в виде UID, и потом мы создаем сервак, который с такой же UID, с такой же task-view, с task-view с этим UID запускает workflow, и, соответственно, этот сервак конкретно, тот, который запустили, он пока поднимается, потом там, ну, этот workflow ждет, и потом завершается и убивается сервак. Ну, типа такого сценария, и поэтому нам нужен такой распределенный доступ через интернет, потому что серваки могут запускаться в любых облаках, и поэтому нам нужны вот эти сейчас ключи, по ключам авторизация. Смотрю, как работает. Вроде работает. Так, сколько у вас было максимум activity в секунду? Пытаюсь понять, на какой конфигурации, какую нагрузку держит. Ну, сам Temporal, по сути, ничего не делает. Все задачи выполняют воркеры на PHP, и, соответственно, Temporal не нагружается. У него все операции — это поход в базу и вот эти события сохранения и выгрузки. Поэтому, ну, считай, что у тебя там каждый activity будет генерировать в среднем
ну, может, по 10 событий, сам workflow, может, там еще 3 события будет. Ну, ладно, как раз 10 событий на Activity. а, И, ну, я думаю, что много выдержит. Там Игорь, может, в чате подскажет, сколько там говорили тогда они со своей стороны. Ну, что там можно, по-моему, в секунду, там что-то... Игорь, напиши, плиз, если ты еще здесь. Я просто забыл порядок цифр, там 100 тысяч, что ли. А, Отдельный PHP-процесс на каждой activity. Ну, у тебя, считай, Roadrunner поднимает тебе 10 воркеров для temporal, и, соответственно, эти 10 воркеров и будут разгребать твою очередь. Дальше ты скейлишь, поднимаешь еще одно приложение, ну, скейлишь сами либо приложение, либо воркеров добавляешь больше, и вот сколько у тебя будет воркеров, столько и будут обрабатывать. Ну, короче, там масштабирование с точки зрения приложения бесконечное, с точки зрения temporal у тебя будет один инстанс, но он будет держать достаточно много activity и workflow. Что ты делаешь, Алексей? Рассказывай. А я... То, что ты в конструкторе создал вот эту штуку, я ее переписываю на локальный запуск. Немножко кучеряво, но я хочу, наверное, что-то показать. Есть такая Ну, штука, with рассказывай тогда. summary. И мы можем вот в этот summary закидывать комментарии. То есть что я сделал? Я убрал старый код, да, закомментировал. И ну, сделал то же самое, как бы назвать это инлайново, да, наверное, инлайновый. Вот через этот метод execute activity, то есть у нас есть возможность указать опции, закастомизировать. И здесь есть такая штука with summary. Вот запоминаем. Я могу сюда добавить еще такую штуку, строку, которую мы не потеряем глазами. Перезапускаю Roadrunner. И Вот, ты мы, еще и Roadrunner себя запустил. Ой, запустил, да. и мы запускаем какой-то экшен. Он что-то долго тупит, наверное, там все фейлится, да? Конечно, оно, конечно, оно все фейлится. Так, transaction result. Это класс given. Потому что я не указал, какой результат мы тут получаем, правильно? А я тебе все Return. скинул, все вроде. Не-не-не, все нормы. Return type надо указать. И return type у нас тут вот такой. Надо в следующий раз нам показать, как очень сахарно это все делать без вот этих длинных больших штук. То есть эти опции можно вынести в Activity классы. Так, это я перезапущу. Интересно, почему он у нас не воскрес? Может, я, конечно, не вчитывался в ошибку. Так, да, что я хотел показать. Вот у нас история workflow. И вот наш summary. То есть мы можем говорить, что вот запуск Activity идет какой-то, да, нам вот это может быть не очень понятно, вот это имя Activity. Или конкретно, что мы в этом действии делаем. Здесь мы можем подвести summary. Мы процессим такой-то payment. Кстати, туда айдишник можно воткнуть, или там имя пользователя, не знаю. Ну, как-нибудь вот так. Это в интерфейсе очень удобно видно. Это то, что будет в следующей версии Temporal, ну, SDK, поэтому вот инсайдики.
Вот теперь тут UID. То же самое, кстати, есть... Он ушел. Паша просто ушел. То же самое есть для таймеров. Если у нас там будет какой-то таймер, мы можем прокомментировать, чего мы ждем. Summary для таймеров точно так же будут отображаться. Ну и также это можно будет прочитать в истории workflow. То есть, когда мы через клиента загружаем эту историю для нашей админки какой-нибудь, там это тоже можно будет вычитать. Павел? Да. Так, а по спирали и Cycle RM планируете стримы, чтобы для самых маленьких? Да, конечно, планируем. Вот только что по спирали был. Я, может... Вообще мы хотели здесь это сделать, но мы что-то долго возились. Вообще, знаешь, так сложно распланировать. Вроде как саму базу показываем, можно было бы за полчаса, но пока туда-сюда разговариваем, мусолим, время быстро пролетает. Уже опять 2,5 часа. Да что ж такое? Когда будет полчаса на стрим? Ну, те, кто будут нас смотреть на скорости X2, вполне себе комфортно за 1,5 часика. Ну, я предлагаю заканчивать уже. Да, Следующий давай раз будет закончим. Я не останется. знаю, вот это закоммитить, вот эту штуку с summary. Да, закоммить, почему нет? Тем более ты тут вынес что-то еще. Надо только property убрать из workflow. В следующий раз мы будем затрагивать тему Cycle RM, все это интегрировать, там, наверное, какие-то статусы сохранять, передавать, и можно по спирали еще что-нибудь добавить. Да, может, больше углубимся в HTTP. Но вообще хочется по HTTP прям и скопом снять, и по контейнеру большой стрим, чтобы в нем показать все возможности контейнера и открыть людям глаза наконец-то. Я все. Если есть вопросы, задавайте. Если нет, давайте заканчивать. Ты что думаешь, Алексей? Да нечего тут думать. А в целом тоже все. Я думал, мы больше успеем. Ну ладно. Здесь, ну, прям линейный, простой workflow. Мы что-то запускаем, как activity на платеж. Если у нас вываливается ошибка в activity, то мы завершаем workflow как типа cancelled с какой-то детализацией. И также, если все успешно провернулось, то мы создаем фискал UID, дальше вызываем фискализацию чека и завершаем. Кстати, а если здесь у нас что-то упадет, почему у нас типа с этим исключением пусть и падает дальше? Не, это надо Ну, будет покрыть. У нас просто там исключений не было. Поэтому мы здесь трекетчи не сделали. Мы в следующий раз сделаем как его называют? Роллбэк. Сагу там прикрутим. Чтобы уж наверняка работало как часики. Вот Константин говорит, что любая РМ говно. Измените мое мнение, пожалуйста, на следующем стриме. Да нифига не изменим. Чем больше я работаю с РМ-ками, тем больше убеждаюсь, что вот как Игорь говорит, is cool forever. Как будто бы... Я думаю, что по этой штуке можно будет тоже с Игорем стрим сделать по тому, как с этим работать. Со временем ОРМ-ки, ну, вообще, все начинает тупо мешать. Хочется как можно меньше всего, особенно на запросы. На сохранение еще, наверное, хотелось бы, но вот read, если делать, то уже ОРМ-ка точно мешает. Спасибо, Алексей. приятного аппетита, Паш. Я вижу, ты что-то Спасибо. жуешь. Ладно, все, всем спасибо. Я думаю, пора заканчивать.
А, И до следующего стрима. Можете свои вопросы накидать в стрим, либо в телегу, чтобы было понятно, что в какую сторону делать уклон. И будем дальше крутить этот код и развивать. Всё, хорошего Или, вечера всем. Паш, или М. до следующего пива. Да, до А еще у следующего нас пива есть... тоже. еще мы находимся в Батуми. Если кто-то из вас тоже в Батуми, присоединяйтесь в нашу группу. Будем что-то общее Да. мутить. Да, приезжайте, сходим, выпьем пиво. Всем пока. Всё, всем пока.